Глава 776. Могущество талисмана духовного подчинения. В этот момент Хань Ли чувствовал себя особенно мрачно, отчасти из-за хитрости двух небесных тигров. Они прилипли к нему, как смола, но не осмеливались встретиться с ним в битве один на один. Они просто преследовали его на близком расстоянии. Вскоре после этого он преднамеренно открылся и сумел заставить одного из зверей напасть на него. В результате этого Хань Ли удалось расколоть один из когтей демонического зверя пополам, но с тех пор два демонических зверя стали атаковать его на расстоянии с помощью световых сфер, не приближаясь к нему. Каждый раз, когда Хань Ли пытался стряхнуть их с помощью своих грозовых крыльев, демонические звери с новой силой преследовали его. Другая причина, по которой Хань Ли был мрачным, заключалась в лазурном световом двойнике. Казалось, что он сформирован из чистой древесной духовной ци, и облачные бамбуковые мечи не действовали на него. Независимо от того, сколько мечей пронзало его тело, оно просто рассеивалось и формировалось вновь. Хань Ли первый раз попал в такую ситуацию. Бой оказался довольно зрелищным. При виде этого Хань Ли атаковал небесным ледяным пламенем, но он не ожидал, что лазурный двойник выплюнет синий шар, способный поглощать пламя. У Хань Ли от этого по спине пробежал холодный пот. К счастью, поскольку он уже усовершенствовал небесное ледяное пламя в своем собственном теле, в результате он был способен освободить пламя и вернуть его в свое тело. Поскольку количество ледяного пламени, усовершенствованного в его теле, было невелико, даже потеря легкого крохотного осколка была значительной. В результате Хань Ли не смел использовать высшее фиолетовое пламя. Гору тысячи падений и другие сокровища Хань Ли также попробовал было использовать, но они не давали нужного эффекта, поэтому он убрал их. Хотя лазурный двойник не был неубиваемым, каждая рана заставляла его свет тускнеть, а фигура становилась короче, он не был врагом, с которым Хань Ли мог справиться за короткое время. К счастью, у него не было особо злобных атак и магических сокровищ, он мог атаковать его только нитями лазурной ци, с чем легко мог справиться Хань Ли. Казалось, двойник хотел только задержать его. Хотя Фэн Бин находилась на пике средней стадии зарождающейся души, ей все еще не доставало сил, поскольку она боролась против воина заклинаний на поздней стадии зарождающейся души. Она использовала свои техники и способности на максимуме, но все же оказалась в невыгодном положении. Четвертый божественный мудрец время от времени посматривал на Хань Ли, заставляя его чувствовать себя очень неловко, словно в спину вонзались иглы. В тот момент 7 культиваторов секты Великой Правды едва могли противостоять атакам священной птицы Мауланей. Сердце Хань Ли ушло в пятки при виде этого. На данный момент их единственная надежда на победу заключалась в том, что ему нужно было освободить культиваторов, попавших в кровавый барьер. В противном случае у них не было бы шансов восстановить мощь своего нападения, и они были бы вынуждены отступить в результате крупного поражения. Немного подумав, Хань Ли решился выйти из тупикового положения. Он немедленно выпустил несколько полос мечей, мгновенно отразив атаку небесных тигров. Затем он похлопал по своей сумке для хранения и достал деревянную коробку с запечатанными на ней талисманными печатями. Двойник при виде этого вздрогнул от неожиданности и быстро напал на Хань Ли своими духовными нитями. Фигура Хань Ли тут же размылась. Мгновенно он отразил своими мечами духовные нити двойника. Затем из деревянной коробки вспыхнул лазурный свет, и талисманные печати освободились. Полоса малинового света вылетела из коробки и, сделав оборот, приземлилась на ладонь Хань Ли. Это был талисман духовного подчинения. Хань Ли без малейших колебаний ударил малиновым талисманом по своему телу, и он исчез во вспышке ярко-красного света. Лазурный свет сиял на лице Хань Ли. Он глубоко вздохнул, призвав огромный дух дракона перед собой. Он был более 30 метров в ширину с ярко-красным туловищем и выглядел точно так же, как ядовитый водяной дракон 8-го ранга. Водяной дракон несколько раз облетел вокруг Хань Ли, а потом яростно заревел, потрясая сердце всех близлежащих культиваторов, что на мгновение остановило битву из-за удивления. Тянь-Чжун нахмурился при виде этого, но тут же пришел в себя. Глаза леди Фэн засверкали, словно в предвкушении чего-то удивительного. Когда рев затих, водяной дракон взмыл в небо, его фигура быстро сжалась и пронзила тело Хань Ли, исчезнув без следа. В тот момент, когда фигура дракона вошла ему в тело, Хань Ли почувствовал волну палящего тепла. В следующее мгновение все тело Хань Ли запульсировало малиновым светом, затем стали появляться драконьи чешуйки, а вместо ногтей — огромные драконьи когти, сверкающие ярко-красным светом. Внезапно голову Хань Ли пронзила острая боль, а на лбу у него прорезался огромный драконий рог. Это. Почувствовав удивительную духовную ци, исходящую из его тела, Хань Ли ощутил благоговение.
Хотя в нефритовой пластинке по созданию талисмана духовного подчинения немного упоминалось о его эффектах, что он улучшал уровень культивации души демона и переносил его в тело хозяина, значительно увеличив их общий уровень культивации, там не говорилось, что тело хозяина приобретет демонические очертания. Конечно, такого рода демоническая трансформация была слабее, чем техника слияния духов. По крайней мере, у него не было клыка и драконьего хвоста. Скорее, оно сильно напоминало небесное дьявольское искусство Мэна Хусцы. Хань Ли вздохнул и нежно погладил свой рог, не говоря ни слова. Хань Ли не мог знать, что создатель этого талисмана изготовил его, чтобы восполнить недостатки техники слияния духов. Теперь пользователь не только смог сохранить свое первоначальное сознание, но и не потерял свою жизненную силу и не наносил вред своей продолжительности жизни. Единственным недостатком было то, что его было невероятно трудно изготовить. В этом мире у большинства культиваторов не было возможности даже обнаружить 8-рангового демонического зверя, не говоря уже о том, чтобы приобрести его душу. Кроме того, первородная душа демона должна быть чистой, иначе это могло принести ей вред. Хотя души низкоранговых демонических зверей также можно было использовать для создания талисмана подчинения духа, демоническая ци их душ все равно была не слишком чистой. После превращения в талисман она бы оставалась на том же уровне, что и техника слияния духов, поэтому особо подчеркивалось, что только души 8-ранговых демонических зверей и выше могут использовались для улучшения талисмана подчинения духа. Хотя Хан Ли был несколько удивлен, он почувствовал, что его уровень культивации внезапно достиг пика ранней стадии зарождающейся души. Эффекты талисмана были действительно невероятными. Кроме того, 2 небесных тигра почувствовали страх от ауры водяного дракона, которую стало излучать тело Хань Ли. Лазурный двойник прикрикнул на них, и те тут же успокоились. Хань Ли холодно улыбнулся и развернул свои грозовые крылья, вновь появившись в 30 метрах со звуками раскатов грома. Когда 2 небесных тигра увидели это, они поспешно погнались за ним во вспышке лазурного света. Холодный блеск сверкнул в его глазах, и гром снова зазвенел на его крыльях. Он внезапно исчез на мгновение, а затем снова появился за демоническими зверьми. В этот момент другой демонический зверь выплюнул еще одну световую сферу. Она была предназначена для того, чтобы заставить Хань Ли блокировать атаку и дать возможность его спутнику сбежать. Но с увеличением его уровня культивации Хань Ли больше не чувствовал необходимости контролировать световые мечи. Вместо этого он заблокировал атаку, используя духовную ци своего тела. Затем он вытянул руку, взмахнув ей с невероятной скоростью. В шоке небесный тигр не смог использовать свое мгновенное перемещение. Он выплюнул свое лазурно-желтое демоническое ядро, пытаясь заблокировать атаку. Лазурный двойник при виде этого тревожно метнулся вперед и развел руками, выпуская плотный поток лазурных нитей в сторону Хань Ли. Световые шары взорвались, как только столкнулись с телом Хань Ли, но он лишь слегка пошатнулся. На его теле не было никаких повреждений. Вместо этого он взмахнул своим крылом и расколол не только демоническое ядро пополам, но и самого небесного тигра. Без мгновенного перемещения демонический зверь не мог сравниться с Хань Ли. В этот момент атака лазурного двойника охватила Хань Ли, но из его тела вспыхнул багровый свет, спалив лазурные нити дотла. Яд водяного дракона. Хань Ли был в восторге. Он всего лишь заблокировал лазурные нити духовным светом своего тела и смог легко растворить их, он не использовал никаких техник. В глазах лазурного двойника появился ужас при виде этого. Внезапно раздался скорбный вопль оставшегося небесного тигра. При виде того, что его спутник был убит, он наполнился праведной яростью. По вспышке лазурного света он телепортировался прямо к Хань Ли и взмахнул своими когтями в его направлении, полностью потеряв самообладание. Хань Ли бровью не повел при виде этого, а всего лишь поднял свой огромный коготь. Вокруг него расцвел багровый свет, и он прямо встретил коготь небесного тигра. Бабах! Коготь Хань Ли с легкостью отразил атаку небесного тигра, а другим когтем он проник в его тело и достал его и лазурно-желтое демоническое ядро демона, в результате чего небесный тигр замертво упал на землю. Благодаря усилению уровня культивации с помощью талисмана подчинения духа, Хань Ли смог убить 2 демонических зверей за считанные секунды. Это проявление мощи заставило лазурного двойника прекратить его преследование. В следующее мгновение Хань Ли появился прямо перед двойником и холодным взглядом посмотрел на него. Все, что дальше произошло, Тянь Чжун ясно видел своими глазами, и это вызвало у него яростную тревогу в его сердце. Он приказал своему радужному колесу яростно атаковать женщину, а затем исчез, оставив этот бой, и вместо этого направился прямо к Хань Ли. Но как только это произошло, раздался приглушенный взрыв, и близлежащий кровавый барьер раскололся, испуская из отверстия ледяной туман. Из него вылетела полоска серебряного света, которая обвелась один раз вокруг Хань Ли и остановилась рядом с ним.
Глава 777. Инь-янские дьявольские трупы. Свет погас, раскрывая красивую женщину в белом. Это была та женщина по имени Бай, у которой было какое-то общее прошлое с мастером Суном. Бесстрашно глядевшись в воздухе, она увидела Хань Ли и Фэн Бин и невольно удивилась. Внезапное появление этой женщины смутило Тянь Джуна, и он неосознанно застыл в воздухе. Когда Фэн Бин увидела, как культиваторша Бай вырвалась из кровавого барьера, она воодушевленно вскрикнула: «Ты как раз вовремя! Это четвертый божественный мудрец Мауланей. Скорее, помоги мне задержать его, чтобы господин Хань мог освободить остальных». Женщина по имени Бай холодно посмотрела на Тянь Джуна и проговорила злобным тоном: «Четвертый божественный мудрец? Значит, ты тоже приложил руку к этому трюку». Я не думал, что кто-то сможет пробить кровавый барьер. Кажется, люди из секты рассеивания Инь ненадежны. Тянь Джун не ответил на вопрос культиваторши Бай и вместо этого пробормотал самому себе под нос: «Ты сам напросился». Когда культиваторша Бай увидела, что ее проигнорировали, ее лицо стало пепельным от ярости. Она тут же сделала жест заклинания обеими руками и призвала огромное облако сверкающего белого тумана, с удивительной силой направив его к божественному мудрецу. Леди Фен при виде этого она указала на бутылку огненного духа и начала атаку с другой стороны. Хань Ли больше не колебался и снова расправил крылья, появившись возле другого кровавого барьера. Хотя он был уверен, что сможет убить лазурного двойника, учитывая силу талисмана духовного подчинения, было более важно освободить культиваторов ради этой битвы. Стоя над кровавый барьер, Хань Ли взмахнул ладонью. «Осторожнее, мастер!» Только Хань Ли собирался выбросить молниеносную бусину, как вдруг услышал голос Серебряной Луны в своем сознании. Сердце Хань Ли дрогнуло, и он мгновенно выбросил шарик молнии, ударив по кровавому барьеру яркой полоской лазурного света. Но в тот же момент шар лазурного пламени размером с голову двинулся ему на перехват. В шоке Хань Ли увидел, что огненный шар атаковал его молнию. С грохотом молниеносную бусину захватило пламя, которое в следующее мгновение превратилось в лазурную огненную птицу длиной фут, парившую в воздухе. На лице Хань Ли при виде этого появилось суровое выражение, и он тут же сделал жест заклинания руками, взорвав молниеносную бусину в теле огненной птицы. Однако огненная птица всего лишь слабо покачнулась от взрыва и ничуть не пострадала. Птица равнодушно смотрела на Хань Ли слегка припухшим телом. При виде этого Хань Ли очень встревожился и поднял вверх глаза, увидев множество таких же лазурных шаров, приближающихся к нему со стороны священной птицы Мауланей. Приблизившись к кровавым барьерам, они превращались в лазурных огненных птиц, и каждая из них стала кружить вокруг барьера. В этот момент Хань Ли понял, что эти огненные птицы, скорее всего, связаны со священной птицей. Неудивительно, что молниеносные бусины только укрепили птицу, поскольку они были сформированы из пламени бронзовой лампы. Недалеко от священной птицы женщина по имени Ле холодно наблюдала за Хань Ли. Их глаза встретились. Теперь, когда Хань Ли понял, какое отношение к ней имеет священная птица, он разозлился. Однако при виде 9 древних ламп, плавающих рядом с ней, Хань Ли невольно прищурился, спокойно размышляя, глядя на пылающее пламя. Лазурные огненные птицы же не собирались нападать на него, а просто кружили вокруг кровавых барьеров. В этот момент Серебряная Луна появился рядом с Хань Ли по вспышке белого света и проговорила извиняющимся: «Мастер, пожалуйста, простите меня за бесполезность во время вашей предыдущей битвы. Эти небесные тигры были слишком умны. Меня бы сразу же заметили, если бы я подошла к ним слишком близко». «Хватит, ты сделала все, что было в твоих силах», — Хань Ли покачал головой и спокойно сказал: «но ты должна взять 2 эти молниеносные бусины. Проверь, сможешь ли ты пробраться мимо птицы и освободить остальных культиваторов. Возьми 2 и проверь, сможешь ли ты освободить хотя бы одного». Серебряная Луна взяла 2 молниеносных бусины и почтительно сказала: «Я сделаю все возможное». Сказав это, она скрылась во вспышке белого света. Затем Хань Ли повернулся и взглянул в сторону Тянь Джуна. Алое пламя и ледяной белый туман переплелись между собой, и время от времени внутри вспыхивал радужный свет. На данный момент сложно сказать, за кем было преимущество. Лазурный двойник исчез и больше не появлялся, и было неясно, забрал ли Тянь Джун его с собой, потому что была нужна помощь в бою или потому, что священная птица лично помогла ему. Хань Ли покачал головой и затем яростно взглянул на лазурных огненных птиц. Его тело ярко сверкнуло багрово-лазурным светом, он поднял обе руки и призвал свой синий щит. Затем он сделал жест заклинания руками и увеличил его, защитив себя с фронта, а затем щелкнул пальцами, призвав еще одну молниеносную бусину. Затем с грохотом позади него Хань Ли размылся и снова появился в воздухе за 40 метров от первоначального положения. Не успел он бросить в руку молниеносную бусину, как огненные жаркие птицы ринулись к нему. В мгновение эка в воздухе появился плащ лазурного пламени, погрузив в него Хань Ли.
В этот момент Лун Хань обратил внимание на Хань Ли. Сначала он надеялся, что Хань Ли будет достаточно, чтобы освободить пойманных в ловушку культиваторов и восстановить силы в битве. Но когда он увидел, что священная птица выпустила несколько огненных птиц в сторону Хань Ли, он понял, что у Хань Ли было мало шансов на это. Затем он перевел взгляд на воинов-заклинателей вдалеке и увидел, что, хотя 7 культиваторам секты Великой Истины удалось задержать лазурный демонический огонь священной птицы Мауланей, долго удерживать они ее не могли. Хотя сейчас у птицы уровень культивации был только на поздней стадии зарождающейся души, она обладала им способностями на стадии божественной трансформации. Освободи иньянских дьяволов. Прикажи им разобраться с древним пламенем, угрюмым голосом Лун Хань выпустил последнюю карту, спрятанную в рукаве. Да. Культиватор секты гармоничной связи, который ждал его, немедленно улетел, чтобы доставить сообщение. После приказа были тут же призваны 2 ужасающих гроба, черный и белый. 16 учеников и учениц секты гармоничной связи сели вокруг 2 гробов и стали выполнять различные жесты заклинания, нанося печати по гробам, начав процесс высвобождения печатей гроба. В этот момент талисманы на крышках гробов начали дрожать, а изнутри послышался грохот, словно чьи-то конечности стучали по крышке гроба. Услышав это, Лун Хань невольно вскинул бровь от удивления. Он много слышал о иньянских дьяволах секты гармоничной связи. Говорят, что эти 2 трупа дьявола когда-то были парой старейшин-компаньонов до предыдущего поколения. Они оба были культиваторами на ранней стадии зарождающейся души, но по каким-то причинам предали секту гармоничной связи и повернули на путь призрачного Да, превратившись в живых трупов. Позже, когда оба они совершили прорывы в своей культивации, они хотели уничтожить секту гармоничной связи, убив более 100 учеников, прежде чем их схватили несколько живых старейшин секты. Воспользовавшись древней техникой, чтобы стереть их сознание, они превратились в легендарных иньянских дьявольских трупа. Говорят, что их трупы стали даже могущественнее, чем они при жизни. Пока Лун Хань думал об этом, звуки из гробов становились все громче и громче, а талисманов становилось все меньше с каждым ударом заклинания. Лица 32 учеников секты гармоничной связи становились все более беспокойными, поскольку их заклинания продолжались, а их взгляды были сосредоточены на талисманах, оставшихся на гробу. С грохотом последние 2 талисмана слетели из гроба, и ученики секты гармоничной связи разбежались по сторонам. В этот момент произошел взрыв из гроба, наполнивший воздух рыбным запахом, появилось 2 силуэта, черный и белый. Они вылетели из гробов и метнулись в разных направлениях. Самый медленный из учеников и учениц секты гармоничной связи вдруг издали леденящий кровь крик. 2 человека в даосистских одеждах набросились на них и разорвали им глотки, выпив кровь. Когда другие культиваторы секты гармоничной связи увидели это, они вздохнули с облегчением и остановились. Культиваторы из других сект пришли в шок от увиденного. Старик с растрепанными волосами вышел из отделения секты и спокойно сказал: «Отлично, раз дьяволы поглотили сущность крови девственника и девственницы, другие жертвы им больше не нужны». После этого он поднял руки к 2 силуэтам и высвободил 2 бронзовые пластины с гравировкой талисманных символов. Затем 2 пластины высвободили полосы серого света в головы дьявольских трупов, вонзившись в них. 2 дьявольских трупа затрепетали и перестали сосать кровь. Они медленно встали и полетели на фронт армии культиваторов. В этот момент можно было увидеть их истинную внешность, что вызвало множество криков удивления. Иньянские дьявольские трупы были на самом деле молодым мужчиной и женщиной с красивой внешностью. У мужчины были острые брови и яркие глаза, а у женщины была гордая осанка. Но в отличие от их живых черт лица, их глаза были совершенно безжизненными. Если бы не остатки крови, все еще капающие у них изо рта, они бы выглядели как обычная пара культиваторов Да. Однако от них исходил запах трупного разложения, изумляя любого, кто почувствовал его запах. Старик с растрепанными волосами излил духовную силу в бронзовые пластины, и внезапно серый свет начал окутывать дьявольские трупы. Они продолжали молчать, пока старик быстро повторял заклинание. Бронзовая пластинка в его руке медленно плыла в воздухе. Внезапно старик ударил по бронзовым пластинам 2 заклинаниями, в результате чего обе бронзовые пластины выпустили лучи белого света толщиной с большой палец в лоб обеим трупам. В глазах дьявольских трупов внезапно вспыхнул яркий свет. Старик с растрепанными волосами убрал бронзовые пластины и указал на огромную лазурную птицу, приказав: «Вперед!». Глава 778. Огромная обезьяна. Иньянские дьявольские трупы перевели взгляд, встали рядом друг с другом и метнулись порывом зеленого ветра, оставляя после себя гниющее зловоние на их пути. Похоже, они направились к священной птице Мауланей.
Культиваторы сразу же вздохнули с облегчением. Они чувствовали себя более уверенно с этими кровососущими монстрами впереди своей армии. Хотя зеленый ветер дьявольских трупов, казалось, двигался медленно, но в действительности они были невероятно быстрыми. В мгновение ока они уже прошли половину пути и постепенно исчезли из поля зрения. Остальные с удивлением наблюдали за этим и невольно перевели взгляд на старика с растрепанными волосами, управляющего двумя трупами. Он казался совершенно спокойным, к большому облегчению многих наблюдавших за ним культиваторов. На поле боя огромная лазурная птица спокойно выпускала свой демонический огонь, жестко подавляя 7 культиваторов секты Великой Правды. Обладая способностью использовать земную духовную ци, птица могла легко собрать всю огненную духовную ци в радиусе 5 километров в свое тело, превратив ее в лазурное демоническое пламя без необходимости поглощать духовную силу из своего тела. Кроме того, с течением времени она смогла привлечь еще больше огненной духовной ци. В этом была разница между стадией божественной трансформации и теми, что были ниже. Вот почему, когда в небесном южном регионе появлялся культиватор на стадии божественной трансформации, он мог без опаски путешествовать по всему континенту. Изначально 7 культиваторов секты Великой Правды могли ограничить демоническую птицу с помощью своих магических сокровищ. Затем они использовали формацию изоляции дьявола, но со временем лазурное пламя смогло прорваться из него. На данный момент они тратили свои последние силы, чтобы сохранить собственную жизнь. В этот момент демоническая птица вдруг прекратилась собирать пламя и огляделась по сторонам, словно почувствовала нечто странное. Внезапно прокричав, она расправила свои крылья, и вокруг нее появился световой лазурный орел площадью более 300 метров. Вдруг внутри него послышалось странное потрескивание, и появилось едва заметное облако зеленого дыма, внутри которого были иньянские дьявольские трупы. Поскольку их раскрыли, 2 дьявола взвизгнули и стали трансформироваться. Их тела выросли до 6 метров в длину, а кожа позеленела. Из дрожащих пальцев вырвалось в направлении огромной птицы несколько десятков серых световых нитей. Лазурная птица остановилась и яростно взвизгнула. Увидев атаку дьявольских трупов, она раскрыла клюв и выплюнула столб лазурного пламени. В этот момент она расправила крылья, окружая свое тело штормом лазурного пламени, в результате чего в направлении трупов поднялась волна лазурного пламени высотой 40 метров. С помощью какой-то неизвестной техники иньянские дьявольские трупы смогли преодолеть эту атаку, испуская нити призрачной ци, что позволило им противостоять атаке демонического лазурного пламени и продолжать свою атаку. Благодаря тому, что священная птица перевела внимание с 7 культиваторов секты Великой Правды, они смогли объединить свои сокровища в новом построении, снова проявив свою силу. Пока дьявольские трупы и 7 культиваторов секты Великой Правды сражались со священной птицей Мауланей, 2 трупа вдруг вспыхнули серым светом и метнулись на огромную птицу, пробираясь сквозь море пламени и прямо к древней лампе, что находилась недалеко от нее. Когда женщина по имени Ле увидела это, она спокойно поразила одну из ламп печатью заклинаний, внезапно помешав ей выпустить новую порцию лазурного огня. В мгновение ока 9 тлеющих угольков начали кружиться между собой, превратившись в 9 лазурных огненных птиц. Они расправили свои крылья и полетели навстречу с дьявольскими трупами. 2 дьявола встретили их жестким отпором. Серая призрачная ци вырвалась из их рта, их пальцы превратились в когти, а затем они разорвали огненных птиц в одно мгновение. В этот момент огромная птица внезапно повернула голову к дьявольским трупам и выпустила изо рта мощный поток лазурного пламени, сметая все на своем пути. В мгновение окиньянские дьявольские трупы были пойманы в море пламени. Когда 7 культиваторов секты Великой Правды увидели это, их сердца ушли в пятки. В этот момент морщинистый старик увидел это и улыбнулся, а затем обратился к женщине в черном. Женщина перевела взгляд на поле боя и кивнула, заметив, что воины-заклинатели и культиваторы выглядели одинаково истощенными. Она слегка пошевелила губами, отдавая приказ. Группа людей в черных одеждах ровным строем вылетела из лагеря воинов-заклинателей. У каждого из них было по 7 выпуклых сумок на поясе. В этот момент женщина в черном открыла рот и выплюнула маленький флажок. Он был длиной всего 2 дюйма и засиял слабым черным светом. Оказавшись на свободе, он расширился до 3 метров. Женщина холодно указала на сокровище, и вскоре черный флаг задрожал и засиял черным светом, пронесся по небу и исчез из поля зрения в мгновение ока. Вскоре после этого все поле боя окуталось темным ветром, а черные облака стали застилать небо, распространяя тьму по всему полю битвы. Культиваторы при виде этого значительно встревожились. Как только небо почернело, мужчины в черных одеждах сбросили мешки с пояса и стали произносить заклинания, в результате чего из сумок стал вырываться черный туман и порывы ветра. В мгновение эка земля покрылась черным туманом с неясными, шаркающими силуэтами внутри этого тумана.
Их тела то и дело поблескивали, словно они были в доспехах. Эта сцена привела в ужас культиваторов, наблюдавших ее. Лун Хань еще сильнее нахмурился, внутренне вдохнув. Вскоре сумки прекратили испускать черный туман с силуэтами, которые появлялись внутри. Теперь, наконец, можно было разглядеть настоящий внешний вид силуэтов. Это были трупы без мяса, покрытые медными доспехами. Хотя эти трупы покачивались при каждом движении и звенели своими доспехами, их глаза сияли ярким зеленым светом, а из пасти торчали острые клыки. Уровень их культивации был на стадии заложения основ. Были даже 3 более крупных трупа, чья культивация была на ранней стадии формирования ядра. Казалось, у них были подвижные глаза и даже интеллект. Лун Хань с тревогой закричал: «Трупы в медных доспехах! Как их может быть так много? Их 1000!» А затем он добавил: «Но в этом нет ничего удивительного, раз воинам-заклинателями помогает секта дьявольского Дао из империи Цзинь. В начале битвы нам было бы нечего бояться, но сейчас мы исчерпали почти все свои силы, так что эти трупы в медной броне победят нас. Все, что мы можем сделать, это отправиться в путь и попытаться разобраться с ними». Услышав это, другие приглянулись между собой с горькой улыбкой на лице. Даже если они покинут свои посты и атакуют, воин-заклинатели также израсходуют все свои резервы. Битва уже проиграна. Между тем, битва 3 великих культиваторов Небесного Южного региона и мауланских мудрецов еще не подошла к концу, с неба еще доносились звуки боя. В этой жестокой битве сложно было сказать, какая сторона одержала верх. На них нельзя было положиться. Пока Лун Хань и остальные культиваторы в отчаянии готовились к последней битве, они вдруг услышали издалека взрывные вопли. Серебряный свет засиял над всем поле битвы, внутри которого появился огромный зверь, обезьяна высотой 70 метров с волосами угольно-черными волосами, острым металлическим мехом, сверкающими кроваво-красным светом глазами и носом жуткой формы. Как только огромная обезьяна появилась, она тут же уставилась на трупы в медных доспехах. Она забила себе в грудь и яростно заревела, стукнув своими конечностями по руке, преследуя близлежащую группу бронзовых трупов. Когда медные трупы увидели огромную обезьяну, приближающуюся к ним, каждый из них поднялся в воздух без предупреждения и изверг нитки черной ци, окутав обезьяну огромным черным облаком. Хотя трупы не обладали очень высоким уровнем культивации, против такого количества призрачной ци даже бы культиватор зарождающейся души не устоял. Однако огромная обезьяна не двинулась с места. Вместо этого она фыркнула своим странным носом на черную призрачную ци, высморкав из каждой ноздри желтый световой луч, превратив его в желтое облако, молниеносно сметавшее черный туман. Черный туман был поглощен обезьяной практически мгновенно. Поскольку трупы не обладали интеллектом, они не двинулись с места, когда это происходило. Воспользовавшись этой ситуацией, огромная обезьяна продолжала фыркать, и желтый туман постоянно увеличивался в количестве и поглощал черные нити призрачной ци. Как только черная призрачная ци из усовершенствованных трупов исчезла, все трупы разом попадали на землю. Облака из серой и черной ци тут же рассеялись. Вскоре несколько сотен усовершенствованных трупов были сметены огромной обезьяной. Затем она облизнула губы и в предвкушении посмотрела на другие изысканные трупы. Обычные трупы не знали страха и оставались неподвижными, однако 3 трупа с культивацией на уровне стадии формирования ядра забеспокоились, а в их глазах показался страх. Обе армии были в полном восторге от способностей, которые продемонстрировала огромная обезьяна. Женщина в черном пришла была в ужасе. Она что-то быстро проговорила морщинистому старику и метнулась в направлении огромной обезьяны. Когда она увидела, что огромная обезьяна раскрыла свою пасть и собиралась снова выплюнуть облако желтого света, женщина в черном взволнованно взмахнула рукой, сформировав 10-метровый световой фиолетовый клинок, который упал на огромную обезьяну. Но прежде чем клинок достиг обезьяны, раздался гром, и появился серебряный свет. На плече огромной обезьяны внезапно появился юноша в лазурной одежде, и он также махнул рукой, призвав синий световой щит. С громким лязгом синий и фиолетовый свет переплелись между собой. Мгновение спустя синий щит и пурпурный клинок отпрянули друг от друга. Лазурная одежда всколыхнулась, на лице юноши был шок. Юноша взглянул на женщину в черном халате и равнодушно спросил: «Культиватор дьявольского Дао?» Затем он взмахнул руками, окутав себя дугами золотых молний разных размеров. Они прыгали по всему его телу, испуская ослепительный золотой свет. Это было появление Хань Ли. Глава 779. Безжалостная атака. Божественная дьявольская молния. Вскрикнула женщина в черном. В тот момент, когда она потеряла контроль над собой и решила отомстить за атаку обезьяны, она внезапно увидела, как все тело Хань Ли окутала сеть из молнии и раскатов грома. На ее лице отразился ужас, а тело ее превратилось в дым, пытаясь сбежать от молнии любой ценой.
Хань Ли с равнодушным выражением на лице развернул свои грозовые крылья и скрылся из виду. Женщина в черном при виде этого тут же вспомнила, что слышала о Хань Ли, и поспешно сделала жест заклинания, в результате чего от ее тела отделилось 8 двойников. Каждый из них выглядел реальным и действовал самостоятельно. Все они рассредоточились и метнулись в разных направлениях в виде полосок желтого цвета. Неизвестно, какой из двойников был настоящим. По вспышке серебряного света Хань Ли появился там, где только что была настоящая женщина, и спокойно взглянул на разлетевшиеся полосы желтого света. Выражение его лица сменилось на насмешку. Духовная сила проникла в его глаза, и внутри зрачков загорелся синий свет, активируя глаза духовного просветления. Хань Ли поднял голову и посмотрел вдаль. Силуэты в желтом свете были тусклыми, а их духовная ци была слабой. Все они были подделками. Сердце Хань Ли дрогнуло, и он поспешно огляделся вокруг, внезапно обнаружив, что едва заметная нить с улыбкой приближалась к нему сзади. Женщина использовала технику иллюзии, чтобы отвлечь его внимание, и, воспользовавшись этой возможностью, начать неожиданную атаку, не собираясь на самом деле убегать. Женщина была одновременно и способной, и смелой. Если бы не его глаза духовного просветления, Хань Ли не смог бы ее обнаружить. Техники маскировки женщины были не менее искусны, чем у Серебряной Луны, и духовного чутья было недостаточно, чтобы найти ее. Потрясенный до глубины души, Хань Ли молча повернулся и полетел прямо к огромной обезьяне, будто не собираясь преследовать женщину в черном. Слабый поток дыма уже был в 10 метрах от Хань Ли. Он остановился, и тело женщины внезапно проявилось в воздухе. Клинок желтого света длиной в дюйм выстрелил из ее руки, пытаясь атаковать Хань Ли сзади. Судя по тому, как это выглядело, казалось, что она собиралась нанести резкий удар в сердце Хань Ли. Если бы ее атака удалась, его тело наверняка было бы уничтожено. Но в тот момент, когда женщина собиралась нанести удар, Хань Ли повернулся и уставился на нее с открытым ртом, испуская золотой свет. Лицо женщины в черном побледнело от страха, и она попыталась увернуться, но опоздала. Она не могла избежать атаки с такого близкого расстояния. Бабах! Вспышка золотой молнии вырвалась изо рта Хань Ли и ударила женщину прямо в плечо, наполняя воздух запахом гари. Женщина закричала и упала с неба. Хань Ли взмахнул грозовыми крыльями и внезапно появился позади женщины. Его рука была окутана слабым синим пламенем. Он осторожно прижал ее к шее женщины. Вжух! Плотный слой голубого льда покрывал все ее тело, изолируя ее от любых других ощущений, кроме холода. Затем она продолжила падать с неба, покрытая льдом. Хань Ли неподвижно парил в воздухе, а его рука была покрыта дугами молнии. В следующее мгновение он выпустил молнию и поймал ледяную женщину внутри нее. Затем со злобным блеском в глазах золотой свет, овившийся вокруг ее ледяной фигуры, взорвал тело женщины в черном, в результате чего он исчезла без следа. Единственной вещью, которая осталась в сети молнии, была зарождающаяся душа женщины. Цвет лица зарождающейся души был смертельно белым, словно она была в абсолютном страхе перед божественной дьявольской молнией. Хань Ли взглянул на нее, в тот самый миг, когда он собирался уничтожить ее зарождающуюся душу, та закричала: «Ты не можешь убить меня. Я компаньон Даа мастера секты рассеивания инь. Если ты убьешь меня, моя секта не успокоится, пока не отомстит тебе». Компаньон Даа мастера секты рассеивания инь. Хань Ли какое-то время холодно наблюдал за зарождающейся душой, а затем внезапно ослабил свою хватку молнией и отвернулся. Зарождающаяся душа женщины была на мгновение ошеломлена, а затем радостно вылетела в щель. Ее разум наполнился злобными мыслями о мести. Но в тот момент, когда она оказалась в 30 метрах от Хань Ли, сеть внезапно снова натянулась, плотно связав зарождающуюся душу. Вскоре раздался гром, и зарождающаяся душа женщины в черном превратилась в пепел. «Теперь, когда я уже уничтожил твое тело, разве я могу позволить тебе отомстить?» Беспомощно пробормотал Хань Ли и пристально взглянул на пепел, а затем снова сосредоточился на огромной обезьяне. Хань Ли убил женщину в черном за доли секунды, в то время как морщинистый старик из Маулани еще летел к ней на помощь. Но в этот момент рядом с ним появился странный розовый свет, превратившийся в большое розовое облако, окутавшее морщинистого старика. Морщинистому старику удалось рассеять розовый туман, и свет вокруг него рассеялся. Он пристально уставился на розовый туман, его глаза были налиты яростью. Он действительно не знал, что будет делать мастер секты рассеивания инь, когда узнает, что его компаньон Даа была убит. Ему ничего не оставалось, кроме как стиснуть зубы от гнева на Хань Ли и того, кто ему помешал спасти женщину. Из розового тумана послышалась насмешка, и в следующее мгновение розовое облако рассеялось, обнажив красивого юношу с мягким лицом. Это был дьявол Тысячи Теней из секты гармоничной связи. Дьявол Тысячи Теней усмехнулся и посмотрел на Хань Ли.
господин Хань, теперь, когда я тебе помог, долг погашен. Хань Ли, только что прилетевший назад после убийства женщины в черном, ответил: «Я освободил тебя случайно и совсем не надеялся получить компенсацию. Что еще более важно, божественный мудрец Чжу — это не то, с чем мы оба можем справиться. И он не один». Сказав это, он перевел взгляд на морщинистого старика. Помимо культиваторши в черном, которая пыталась остановить огромную обезьяну, на горизонте показалась армия воинов-заклинателей. Каким бы дерзким ни был дьявол Тысячи Теней, выражение его лица исказилось при виде этого. Хань Ли недавно спас дьявола Тысячи Теней из кровавого барьера по счастливой случайности, используя 2 молнии. Но в тот самый момент, когда Хань Ли планировал сражаться вместе с ним, он внезапно увидел, что секта рассеивания Инь выпустила огромное количество трупов в бронзовых доспехах. В этот момент Хань Ли решил выпустить плачущую душу, желая проверить его способности теперь, когда он полностью очистил жемчужину плачущей души. Появившись, плачущая душа с большим энтузиазмом стала поглощать призрачную энергию трупов. Но то, что удивило Хань Ли больше всего, насколько он был эффективен против трупов, которые создали культиваторы. Хань Ли знал, что плачущая душа был искусен в поглощении душ демонов и призраков, но казалось, что его странные способности эволюционировали вместе его телом. Сюрприз, конечно, но желанный. Теперь, когда они оказались лицом к лицу с множеством воинов-заклинателей, Хань Ли и дьявол Тысячи Теней переглянулись между собой, собираясь сбежать. Однако, плачущая душа все еще неистовствовала посреди армии трупами. Хань Ли не хотела отказываться от этого. Как только Хань Ли решил использовать жемчужину плачущей души, чтобы приказать ей отступить, он вдруг услышал смешок позади себя. «Не бойтесь, господин Хан. Поскольку ты выпустил этого великого зверя, чтобы разобраться с усовершенствованными трупами, мы поможем тебе разобраться с этими воинами-заклинателями». Когда Хань Ли услышал голос Лонг Хана, его сердце дрогнуло. Он быстро повернулся и увидел Лун Ханя в 100 метрах от него, возглавляющего отряд культиваторов. Хань Ли был в восторге. Неудивительно, что воины-заклинатели не сразу начали атаку. Казалось, что они были бдительны, увидев приближающееся подкрепление культиваторов. Когда Лун Хань увидел демоническую сущность Хань Ли, на его лице на мгновение появилось удивление, но вскоре он закрыл на это глаза. Сейчас не время спрашивать об этом. Все культиваторы наблюдали за воинами-заклинателями напротив них. Пришло время для решающей битвы. Обе стороны имели свои победы и поражения, а также огромное количество потерь. Однако, те сражения были только началом. Те, кто проиграл битву, потеряли свои жизни, а те, кто победил, должны были продолжить борьбу, несмотря ни на что. Лун Хань послал других культиваторов занять Тяньчжуна, освободив свою жену Фэн Бин для другого сражения. Теперь, когда они были вместе, он мобилизовал их истинную силу. Когда дело дошло до этой стадии, Лун Ханю больше нечего было сказать старому воину-заклинателю. Лун Хань мягко взмахнул рукой. Войска, которые он сохранил до сих пор, были элитой. Они быстро собрали свои магические сокровища и начали важную атаку. Их тела засияли ярким светом. Воины-заклинатели, с которыми они столкнулись, также были необычные. Они призвали всю свою духовную ци, чтобы противостоять им. Внезапно началось финальное противостояние между армиями. Хотя у воинов-заклинателей был еще один воин-заклинатель на поздней стадии зарождающейся души, вместе с дьяволом Тысячи Теней и 4 другими культиваторами на средней стадии зарождающейся души, они могли задержать его силой. Хань Ли подумал присоединиться к нападению на морщинистого старика, но вдруг он перевел взгляд на священную птицу. Выражение его лица сильно изменилось. Глава 780. Кровавый призрак против каменного гиганта. 7 культиваторов секты Великой Правды и иньянские дьявольские трупы, хотя и могли противостоять священной птице Маулани, но вскоре они оказались в невыгодном положении. Дьявольские трупы хорошо справлялись и могли использовать инский ветер и призрачную ци, чтобы отразить лазурное пламя. Однако магическая сила культиваторов уже истощилась, и больше они не могли продержаться. Среди них было 2 стариков, чьи лица уже побледнели, а духовный свет стал тусклым. Очевидно, они уже были на пределе. Хань Ли нахмурился и взглянул на едва живых от усталости культиваторов, а затем взглянул на женщину, что стояла стражей рядом с древней лампой. Позаботься о плачущей душе и не позволяй ничему случиться с ним. Спрячь его, если он будет в опасности. Я собираюсь уйти, чтобы уничтожить древнюю лампу, проговорил Хань Ли в своем сознании и бросил жемчужину плачущей души позади него. По вспышке белого света жемчужина исчезла из поля зрения. Да. Мастер, пожалуйста, будьте осторожны. У этого павлина очень могущественные способности. За спиной Хань Ли послышался взволнованный голос Серебряной Луны.
Хань Ли спокойно кивнул, оглядевшись по сторонам, метнулся вперед и исчез из виду. Хань Ли использовал безымянную технику маскировки Ци, чтобы скрыть себя. Хотя собственная техника маскировки уступала техникам Серебряной Луны, эта техника маскировки Ци могла с ней посоперничать. Хань Ли достиг пика этой техники. Хотя он не только мог полностью стереть духовную Ци из своего тела, он мог силой скрывать ауру своего тела. На данный момент он не только скрыл себя от женщины по имени Ле, но и дьявольской священной птицы Мауланей. Издалека она заметила беспокойство на лице морщинистого старика, когда культиваторы напали на него. Хотя она все еще охраняла древнюю лампу, она повернулась к огромной птице и стала умолять ее на древнем языке. Услышав ее, священная птица невольно остановилась и повернулась в направлении битвы морщинистого старика. С презрением в глазах она тут же отвернулась и выстрелила в небо несколькими шарами лазурного пламени, отбросив 7 культиваторов секты Великой Правды, оставив их в полном замешательстве. Затем она крикнула и, расправив крылья, поднялась в небо. Сделав круг, она повернулась в направлении боя морщинистого старика. Затем ее крылья задрожали, и из них выпало несколько лазурных перьев, которые в следующее мгновение стали превращаться в птиц размером в фут. Без ее приказа эти птицы расправили свои крылья и полетели к битве. Женщина по имени Ле почувствовала облегчение. Благодаря этим призрачным птицам их победа была лишь вопросом времени. В этот момент внезапно послышались взрывы, и женщина в недоумении взглянула на источник шума. Хань Ли, который подкрадывался к ней, также был поражен шумом. В самом сердце поля битвы шла самая важная битва. Формация 1000 душ, созданная совместными усилиями нескольких десятков учеников секты Духовного Призрака, наконец была установлена и неподвижно поднялась в воздух. Она могла блокировать как призрачных духовных зверей, призванных несколькими мауланскими мудрецами, так и каменного гиганта. Под командованием мауланских мудрецов каменный гигант двинулся, чтобы заблокировать формацию 1000 душ, как только победил атакующих его культиваторов Небесного Южного региона. Тот шум, который раздался только что, принадлежал каменному гиганту, который ударил по призрачному туману. Еще до того, как его ладонь приземлилась, из его руки посыпалось бесчисленное количество валунов. Независимо от того, насколько уверенными были ученики секты Духовного Призрака, они не осмеливались принять атаку. Призрачный туман тут же переместился на расстояние более 100 метров. Когда культиваторы Небесного Южного региона и Маулани увидели это, они поняли, что бой достиг своей критической точки. Вот почему старейшина секты Духовного Призрака, отвечающий за эту формацию, принял решение использовать этот смертоносный маневр, независимо от того, в какую цену он им обошелся. Прежде чем каменный гигант смог продолжить погоню за призрачным туманом, культиваторы в призрачном тумане произнесли мрачное заклинание. В тот момент, когда из тумана послышались призрачные вопли, в небо взлетел столб алого света, вслед за которым черный призрачный туман окрасился кроваво-красным. Два мауланских мудреца, стоявшие на плечах каменного гиганта, при виде этого значительно удивились. Вскоре заклинания прекратились, и кроваво-красный туман взвился несколькими десятками разноцветных огней, которые стали вылетать из тумана на максимальной скорости. Это были культиваторы секты Духовного Призрака. Мауланские мудрецы пришли в недоумение. В этот момент кроваво-красный туман словно ожил после того, как его покинули культиваторы. Оттуда стали показываться щупальца разных размеров, которые дико переплетались внутри тумана, в то время как сам туман начал быстро уменьшаться. Старейшина секты Духовного Призрака, отвечающий за формацию, повернулся к ней лицом, отлетев от нее 20 метров, а затем взглянул на кровавый туман и подумал: поглотив столько сущности крови воинов-заклинателей и добровольной кровавой жертвы, несомненно, все удастся. Пока старейшина секты Духовного Призрака с беспокойством наблюдал, кроваво-красный туман уменьшился в 2 раза, а затем стал извиваться. Когда мауланские мудрецы, контролирующие каменного гиганта, увидели это, они тут же приказали гиганту растоптать туман. Внезапно земля покрылась зловещим желтым инским ветром, охлаждая все до костей. Даже каменный гигант невольно замер. Когда воины-заклинатели увидели, что происходит, они с удивлением обнаружили, что порывы желтого инского ветра окружили багровый туман, скрывая его от их глаз. Затем внутри порывов ветра показался кровавый силуэт. Мауланские мудрецы при виде силуэта почувствовали, как их дыхание заледенело. Это был 30-метровый кровавый призрак. На голове было по 2 рога и по 2 острых сверкающих клыка. Руки его, казалось, словно были из дерева, а пальцы напоминали кинжалы. Все его тело покрывал слой прозрачных чешуек. Хотя считалось, что кровавые призраки огромные, он все равно был в несколько раз меньше по сравнению с каменным гигантом. Однако призрак ничуть не испугался гиганта, а вместо этого закричал и уставился на него с холодным блеском в глазах. Опустив голову, его тело метнулось, словно стрела, вонзившись в нижнюю ногу каменного гиганта. Затем он раздвинул когти и с силой ударил, отколов большую часть камня.
Моуланские мудрецы не могли спокойно наблюдать за этим и тут же заставили каменного гиганта нанести удар с молниеносной скоростью, отбросив кровавого призрака на расстоянии более 30 метров. Удар оторвал половину его головы, но он поднялся, как ни в чем не бывало. Затем по вспышке багрового света его голова восстановилась, и он снова напал на каменного гиганта. В яростной тревоге моуланские мудрецы приказали призрачных духовным зверям атаковать и выпустили свои собственные магические сокровища, чтобы помочь гиганту. Культиваторы секты духовного призрака, которые сбежали из призрачного тумана, тут же развернулись и вступили в битву. Кроваво-красный туман то и дело вспыхивал на поле битвы, а взрывы не прекращались. Женщина по имени Ле нахмурилась при виде этого, но продолжила молча наблюдать за битвой. Будучи моуланским мудрецом, она знала о мощи каменного гиганта и была удивлена тем, что культиваторы могли с ним сравниться, но она не была слишком обеспокоена этим вопросом. Если бы каменный гигант продержался еще немного, она смогла бы призвать священную птицу, истребить их и решить битву. С этой мыслью она взглянула на огромную птицу неподалеку. Как будто зная, что это был решающий момент на поле битвы, священная птица приложила все силы своей огненной духовной ци, накрыв морем лазурного пламени площадь более 300 метров. Расправив крылья, она разделила 7 стариков и иньянских дьявольских трупов. Огненное море снизу тут же разделилось на 2 части, отделив дьявольских трупов друг от друга. Разделив их, птица сосредоточилась на атаке культиваторов. Не в силах вынести эту атаку, культиваторы бросились спасать свои жизни. Женщина по имени Ле была довольно увиденным. Повернувшись и увидев, что древняя лампа еще была наполовину заполнена маслом, она успокоилась. Внезапно женщина нахмурилась, прищурив глаза. Быстрым движением она призвала огонь одного из фонарей, и, взмахнув рукой, он исчез. Лазурный свет вспыхнул на расстоянии 100 метров, а затем раздался сигнал тревоги. Появился силуэт, его тело сверкало лазурным светом, слой пламени окутал его. Вскоре после этого женщина по имени Ле сделала жест заклинания своей рукой, сосредоточив пламя вокруг лазурного светового барьера. Затем с жалким криком пламя превратило силуэт человека в пепел.